На сбитого машиной песика с поврежденной лапой нельзя было взглянуть без жалости. Он лежал в клетке приюта с поникшей головой и очень надеялся на чудо. Люди заметили хромающего Сенфорда на улицах Далласа, США, после того, как его сбила машина. Песик не мог нормально ходить, и о нем срочно сообщили в местную службу контроля животных. Помимо травм после удара машиной, спасатели обнаружили у пса застаревшее пулевое ранение в правой задней лапе. Тогда Сенфорда отвезли в ближайший приют, который оказался тесным и шумным. У приюта не было средств, поэтому песика никто не собирался лечить. Он с поникшей головой сидел в клетке, умоляющими глазами смотря на всех, кто проходил мимо. Без лечения и особого внимания песик пробыл в приюте неделю, пока однажды туда не зашел волонтер местного центра спасения Dallas Dog RRR. Увидев, в каком состоянии Сенфорд, волонтер решил не медлить. Он был разбит. Когда наш волонтер подошел к нему, он даже не попытался встать или повилять хвостом. Казалось, он сдался и просто ожидал своего часа, рассказывает директор центра. Персонал центра решил помочь бедняге и как можно скорее. Они забрали его из приюта и отправили на лечение в ветклинику, где врачи делали все, чтобы спасти Сенфорду лапу и вернуть ему волю к жизни. К счастью, все получилось. После выписки Сенфорд отправился на передержку к волонтеру Карен. Всю дорогу до дома опекунши Сенфорд ехал на переднем сиденье, и с его мордочки не сходила улыбка до ушей. В этом жизнерадостном существе было сложно узнать когда-то несчастного забитого пса. С того момента Сенфорд не переставал улыбаться. Он не мог скрыть своей благодарности людям, которые спасли его. Сейчас песик каждый день ходит на прогулки, играет с другими собаками, живущими на передержке, и просто наслаждается жизнью, о которой и не мечтал пару месяцев назад. В возрасте 10 лет Сенфорд считается пожилой собакой, но по нему совсем этого не скажешь. Для своего возраста он ведет себя весьма активно, рассказывает опекунша. Он как старичок-джентльмен. Если ему, например, 95 лет, он чувствует себя на 50. Сейчас для доброго очаровашки Сенфорда подыскивают постоянных хозяев, которые полюбят его всей душой. Желаем ему скорее обрести любящий дом.